Всем привет! Сегодня у нас задача корейского, экзамена за 9 класс, южнокорейского. Что дано? Дан квадрат ABCD, и в него вписан четырехугольник МНКП, у которого угол М 150 градусов, точки М и К, вершины, лежат на серединах сторон квадрата. Еще ПК равно НК и равно 6. То есть две этих стороны известны. И нужно найти площадь этого квадрата. Задача, скажу сразу, не слабая. В отличие от вчерашней, с американского экзамена, там много задач за короткое время, там на одну задачу в среднем приходится 80 секунд. А тут хоть бы нам в 5 минут уложиться, да просьба досмотреть до конца. Ну что, я сразу открываю карты и показываю, что я буду рассматривать. Кто-то, может, забежит вперед. Ну, я скажу так, что из равенства прямоугольных треугольников НЦК и ПДК следует равенство катетов НЦПД, а потом АПБН, потому что это квадратики, и тогда прямоугольные треугольнички, маленькие желтые, равны по двум катетов, а значит равны отрезки МН и МП. Ну, кто-то скажет, и так понятно. И вот получается МНКП, дельтоид, МНКП, дельтоид так называемый. Дельтоид мы рассматривали в задаче на построение двусторонней линейкой недавно. Дельтоид – красивая фигура. Но что известно у этого дельтоида, какие свойства? А вот диагонали его взаимно перпендикулярны. Вот так. Я доказывать сегодня этого не буду, докажете самостоятельно. Еще диагональ МК делит диагональ НП пополам. И учитывая, что это квадрат, то МК будет равно АД, НП равно АБ. Если я обозначу сторону квадратика А, получится МК это А Н, вот пусть будет здесь буква H, это будет А пополам. Верно? Верно. Ну а дальше что? Дальше дано, что НК и ПК равны по 6, и нужно искать площадь квадрата. И площадь квадрата. А нужно искать сторону квадрата. Но я заинтересовался вот этим треугольником. Учитывая, что МК еще луч биссектриса, НМП угла, я получаю вот здесь угол в 75 градусов, и теперь я рассмотрю отдельно такой треугольник МНК. Вот он, красивый, известный, классический треугольник. И что в нем? Что в нем? В нем МК равно А стороне квадрата, H равно А пополам, половине стороны квадрата и угол 75 градусов. И еще известно, что НК равно 6, правильно? И вот требуется найти А, чтобы найти площадь квадрата. Ну, давайте быстренько разберемся. В чем же заключается метод Земского? Да, Петр Земсков, известный вам блогер, замечательный педагог, канал «Математика и фокусы», многократно показывал прием, где он строил равносторонний треугольник. Ну, на какой-либо стороне, отрезке на каком-либо. Особенно в задачах, где это было связано с углами. Но у нас здесь есть подозрение, что угол К 30 градусов, поэтому на стороне МН я и построю этот равносторонний треугольник. Внутрь нашего треугольника, не буду это строго доказывать, скажу, что ну точно это можно сделать. Все. Вот. И потом скажу, что обозначу эту точку О, вот этот уголок у меня будет 60 градусов. Я докажу, что от центра окружности, описанной около этого треугольника МНК, тогда угол К будет сразу 30, и мы вылетим на красивый ответ, красивое решение. Итак, это равносторонний треугольник. Вот так, все три стороны равны. Дальше я опущу перпендикуляр. Тут нужно потерпеть из точки О. Вот так. На НК. И что я получаю? Прямоугольный треугольничек. Вам не кажется, что эти маленькие прямоугольные треугольнички равны между собой? Ну, в общем-то, да. Почему? Вот этот уголок М в равностороннем 60 градусов, значит, вот этот угол будет 75 минус 60, 15 градусов. Верно? Верно. Ну, а вот этот угол сколько? 90 минус 75, тоже 15 градусов. Все, треугольники равны. Треугольники равны.
выделю, какие. Вот этот треугольник равен вот этому треугольнику по гипотенузе и острому углу. А если равны треугольники, равны их соответствующие катеты. Обозначив это буквой F, скажу, что теперь катет МФ будет равен катету NH и равен А пополам. Тогда мгновенно ФК А пополам. И тогда, проведя еще одну гипотенузу прямоугольного треугольника ОК, вот этот прямоугольный треугольник сейчас я выделю. Вот он. Так, вот он, прямоугольный треугольничек. ОФК равен ОФМ по двум катетам. Вот этот общий. Все, тогда этот отрезок тоже одна черточка. Таким образом, точка О равно удалена от вершин N, M и К. Значит, она является центром описанной окружности. Особо ничего писать не буду, никто этого, мне кажется, не читает особо. Можно просто пересмотреть второй раз. Ну все, в нем, в этой окружности вписан центральный угол. Вот, это центральный угол, он 60 градусов. Тогда вписанный угол соответствующий, который опирается на ту же дугу. Вот это сколько будет градусов? Ну, правильно, это будет 30 градусов. 30 градусов. Ну, тогда в прямоугольном треугольнике, видите его? Вот в этом прямоугольном треугольнике. Что у нас тогда имеется? У нас получается, что катет NH лежит против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы, значит, А пополам равно 3. Тогда А равно 6. Треугольник МКH равнобедренный с боковой 6. Ну и получается, что А равно 6, и тогда мы очень легко находим площадь нашего квадрата. S квадрата будет 6 в квадрате 36. Ну, согласитесь, сила. Да, возможно, вы найдете и другие решения. Попутно замечу, что поскольку вот этот уголок у нас 30 градусов, да, то получается и этот 30 градусов, и тогда получается вот этот встречный уголок у нас 60 градусов. Может, это кого-то навеет на какие-то решения. Ну что ж, надеюсь, вы поставите лайк за мою большую работу. Вот, а комментарии ваши меня всегда удивляют, замечательные, конструктивные, содержательные. А кто подписан на канал, вообще молодчик, низкий поклон. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.